Черновой пол в деревянном доме. Варианты обустройства, утепления, этапы работ. Черновой пол обязателен для укладки мелкоштучных или мягких напольных покрытий. В статье рассказывается про особенности обустройства деревянных покрытий, которые зачастую используются в домах, и выбор материалов, которые определяются типом фундамента и видом финишного напольного покрытия. Описаны схемы и этапы работ по обустройству чернового пола. Виды. Наиболее распространенный вариант чернового пола в каркасном или деревянном доме иди черного. Создание прочного настила, опирающегося на балки. Но для первого этажа также возможно, когда лаги устанавливают на перекрытии из железобетонной плиты по ленточному фундаменту, на плите мелкозаглубленного фундамента или бетонном полу по грунту. Последние три варианта принципиально между собой не отличаются, хотя во всех случаях способы крепления и выравнивания лаг по горизонтальному уровню бывают разными. Так как само бетонное основание прочное и надежное, то его можно рассматривать как подстилающую часть пола нижнего этажа. По нормативам терминологии СНИП 2.03.13-88. В этом случае остается обустроить только выравнивающую часть, мокрую, сухую или сборную стяжку, и промежуточную часть, тепло-, пара- и гидроизоляцию, и уже по выравнивающей части стелить финишное покрытие. Деревянный черновой пол. Структура. Черновой пол – это лишь часть деревянного перекрытия. Его изготавливают из обрезной доски, листовых влагостойких деревянных материалов. Толщина настила, доски или листа и раскладка лаг имеют прямую зависимость. Меньше толщина, меньше интервал между прогонами. Важно, если речь идет о доске, то при диагональной укладке, например, в помещениях со сложной геометрией, шаг лаг должен быть еще меньше. Причем угол между доской и прогоном обязан быть больше 45 градусов. Деревянный настил – это верхний слой пирога. Послойно вся структура выглядит следующим образом. Подшивка. Она не оказывает влияния на несущие свойства перекрытия, а выполняет роль опоры изоляционным материалом. Гидроизоляция. Используют материалы мембранного типа. Они не пропускают воду, но позволяют выветриваться из утеплителя парам воды, которые затем выходят через продухи в цоколе, забирки фундамента. Теплоизоляция. Обычно это маты минеральной ваты, которая, в отличие от пенопласта, относится к негорючим материалам. Пароизоляция. Всего есть три вида. Пленки с ограниченной паропропускной способностью, которые поддерживают баланс между влагопереносом из помещения в утеплитель и из утеплителя наружу. Паронепроницаемые пленки, паробарьер, почти полностью исключают проникновение в утеплитель тепла воздуха с парами воды. Фольгированные материалы, рефлексные пленки, возвращающие часть тепла назад в помещение. Все три вида, как и положено пароизоляции, обладают водонепроницаемыми свойствами, защищающими утеплитель сверху со стороны помещения от попадания воды. Настил. Варианты устройства. Есть два основных варианта подшивки под балками. Недостаток способа в том, что в подполе дома часто не хватает пространства для выполнения процедуры крепления. Достоинство: практически весь объем между балками можно задействовать под утепление, только в том случае, когда укладывают отражающие пароизоляционные материалы. Надо оставлять небольшой зазор между пленкой и настилом. Крепление к каждой балке с двух сторон проемы черепных брусков. К ним монтируют подшивку, наиболее распространенный и несложный в использовании способ. Недостаток в том, что слой утеплителя будет меньше на толщину черепного бруска, плюс подшивки. Поверх балок. Недостаток: высота лаг выбирается больше, чем толщина утеплителя. Как вариант, возможна укладка поверх лаг дополнительной контробрешетки для еще одного слоя теплоизоляции. В принципе, такое сложное устройство перекрытия обязательно только для жилого отапливаемого дома. В садовом или дачном доме сезонного проживания можно ограничиться только деревянным настилом, без подшивки и утеплителя. Хотя гидроизоляция и в этом случае должна быть уложена, чтобы защитить древесину
от увлажнения. Важно, все деревянные элементы от подшивки до настила надо пропитать антисептиками и антипиренами, а после распиловки и сверления торцы надо еще раз обработать этими составами с помощью кисти. Требования к материалам. Для настила обычно выбирают следующие материалы: доску обрезную, водостойкую фанеру, ДВП или ДСП с водостойкой обработкой, ОСБ-плиту, цементно-стружечную плиту ЦСП или ГВЛ. Фанера прочнее за счет многослойной структуры, и она гораздо тоньше для чернового пола. Классическая схема. Особенность классической схемы – значительное расстояние между балками. Обычно шаг раскладки составляет 0,8–1 метр, и это отражается на выборе толщины доски. Типичная структура чернового пола выглядит так: брус с сечением 15 на 15 или 15 на 20 см, черепной брусок с сечением 4 на 4 см, подшивка доской толщиной 2 см, можно обрезной, но очищенной от обзола, или фанерой толщиной 1,5 см. Гидроизоляция, пергамин, полимерная мембрана, утеплитель, каменная вата толщиной не более 10 см. Это все, что позволяет оставшийся объем между балками после установки черепного бруска с подшивкой. Пароизоляция, доска толщиной 4,5–5 см. И сейчас такая конструкция используется, но она уже не отвечает современным требованиям по тепловой защите. Поэтому поверх балок монтируют контробрешетку, между которыми укладывают еще один слой теплоизоляции. Преимущество способа еще и в том, что раскладку лак можно уменьшить до 30–40 см, а доски чернового пола выбрать толщиной 20–24 мм. Современная схема укладки чернового пола для деревянного дома более совершенна и позволяет утеплить перекрытие без дополнительных надстроек в виде контробрешетки. Доски, поставленные на ребро, закрепленные к брусу обвязки и при необходимости опирающиеся на промежуточные опоры, они выполняют роль лак. Толщина доски 5 см, а ширина не более 20 см. Шаг раскладки можно сделать 60 см под ширину рулонов каменной ваты, и по расходу древесины на прогоны такой вариант экономичнее, чем классическая схема. Полимерная проволочная сетка для опоры, гидроизоляции и утеплителя. Ветро- и гидроизоляционная пленка мембранного типа позволяет выветриваться избыточной влаги, защищает утеплитель от попадания воды и выветривания волокон. Каменная вата в виде полужестких матов толщиной 20 см. Пароизоляция. Настил из досок толщиной 36 мм. Единственный недостаток современной схемы – плохая устойчивость лак. Это объясняется большой разницей между шириной опирающейся частью и высотой. Чтобы обеспечить стабильность конструкции, применяют дополнительные поперечные связи, которые связывают лаги между собой и обвязкой, ростверком. Достоинства схемы очевидны: экономия на пиломатериалах в объемном эквиваленте и простая схема утепления в один слой. Черновой пол второго этажа мансарды или холодного чердака. Под деревянным перекрытием первого этажа жилых комнат нет, поэтому для подшивки можно использовать простые материалы без чистовой или декоративной обработки поверхности. Межэтажное перекрытие снизу подшивают строганной доской или вагонкой. И хотя утепление перекрытия между отапливаемыми этажами не требуется, минеральную вату между лак укладывают. В этом пироге перекрытия она выполняет роль шумоизоляции. В идеале надо использовать акустическую вату. От обычной она отличается хаотичной волокнистой структурой, но можно укладывать и теплоизоляционные модификации. При одинаковой толщине и плотности их коэффициент звукопоглощения ниже, чем у акустической, всего на 10–15%. Перекрытие холодного чердака обязательно утепляют. А так как в малоэтажном доме даже необитаемый чердак эксплуатируют, то утеплитель обязательно закрывают черновым полом, но уже без дальнейшей чистовой отделки. Схема перекрытия холодного чердака выглядит следующим образом. Снизу вверх.
подшивной потолок нижележащего отапливаемого этажа, пароизоляция, уложенная сплошным и непрерывным слоем, с проклейкой, герметизирующей лентой по всему периметру потолка, утеплитель между балок, лак, гидроизоляция мембранного типа, уложенная на поверхности каменной ваты, дистанционный брусок, набитый на балки, обеспечивающий вентиляционный зазор, черновой пол чердака. Важно, послойная структура не отражает последовательности монтажа. На первом этапе снизу балок перекрытия крепит парализационную пленку, а поверх ее на балке монтируют брусок, к которому крепят обрешетку для подшивного потолка. Если вначале подшить доски, то пленку придется укладывать сверху балок. В этом случае пары воды будут проникать внутрь древесины, но выветриваться им будет некуда, что приведет к намоканию балок перекрытия и создаст условия для их гниения. Черновой пол под плитку. Технология того, как сделать правильно черновой пол деревянного дома под укладку плитки, имеет свои особенности, если для настила выбрана доска. В отличие от дерева, керамическая плитка не меняет своих линейных размеров при перепадах уровня влажности, причем дерево по-разному реагирует на такие перепады в направлениях вдоль и поперек волокон. И чтобы компенсировать эти изменения, поверх досок надо настелить демпферный слой. В качестве верхнего слоя выравнивающей части чернового пола выбирают фанеру или влагостойкий гипсокартон. Фанера, хотя и сделана из дерева, не меняет свои линейные размеры благодаря многослойной структуре с разнонаправленным расположением волокон в каждом слое. Но надо учитывать, что оба материала подвержены деформации при длительном контакте с водой или при эксплуатации в помещении с мокрым режимом. И в таких зонах перед укладкой плитки надо сделать еще один гидроизоляционный слой – плита. Если деревянный дом стоит на плите, фундаменте или перекрытии на кирпичном цоколе, то пол первого этажа обустраивают по стяжке. В этом случае используют те же технологии, что и в каменных домах. Даже для устройства деревянного чернового пола есть выбор среди более широкого перечня способов. Установка лак на подставке по бетонному основанию без фиксации к цоколю и несущим стенам, плавающий пол. Установка лак на регулируемые опоры, монтаж регулируемой фанеры. Заключение. Знание особенностей технологий и материалов поможет правильно сориентироваться при выборе вида чернового пола, так как большинство готовых проектов составлены с возможностью привязки к разным типам фундамента. В некоторых случаях можно даже избежать неоправданных расходов на материалы и оплату лишней работы. Но это возможно лишь когда проектированием и выполнением работ по обустройству фундамента и привязкой к условиям участка занимаются непрофессионалы или недобросовестные подрядчики. Поэтому лучше, когда все работы с нуля делает компания-автор проекта, или она же осуществляет авторский надзор.